Как защититься от нападения любой собаки? Мы расскажем вам о самых лучших способах защиты, и эти знания могут вам пригодиться в будущем. Согласно статистике, каждый год нападениям собак в мире подвергаются около 4 миллионов человек. Довольно часто мы встречаем на улице целые стаи бродячих собак. Порой они выглядят довольно мирно, но могут и напасть на человека, что заставляет этого верного друга и товарища иногда превращаться в беспощадного врага. Мы расскажем о причинах агрессии и о лучших способах защиты от этих животных. Для начала давайте разберемся, почему собаки нападают, и рассмотрим самые распространенные причины нападения. По мнению большинства кинологов, одной из самых распространенных причин нападения собак на людей является защита территории. Дело в том, что собаки считают своей территорией место, на котором обитают. Это может быть дворовое пространство или просто охраняемая собакой территория какого-нибудь участка. Поэтому они считают определенную территорию своей и часто нападают, когда вы туда вторгаетесь. Следующей причиной нападения может быть еда. Известны нередкие случаи нападения бродячих собак на человека, когда он несет с собой еду. В этом случае цель собак – просто добыть себе пропитание. Также одной из причин нападения может быть заражение вирусом. Это классический случай нападения собаки, когда она заражена вирусом бешенства. Причем поначалу она может казаться вполне дружелюбной, но без видимой причины нападать. Следующей причиной нападения собак часто являются движущиеся объекты. Некоторые собаки любят преследовать быстро движущиеся объекты, например автомобили, мотоциклы, велосипеды и просто бегущих людей. Зачастую для них это своеобразное развлечение, которое часто может переходить в нападение. Итак, как же защититься от нападения собак? Во-первых, всегда избегайте столкновения. Чтобы избежать столкновения, старайтесь не смотреть в глаза собаки, так как это сигнал к агрессии. Не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой, будьте уверены в себе и следуйте своей дорогой. Не начинайте бежать, чтобы не вызвать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать легкой добычей. Старайтесь не прикасаться к собакам, а особенно во время еды или сна. Если на вашем пути находится злая собака, не кричите на нее, не замахивайтесь на нее руками, всегда старайтесь избежать конфликта, обходя злых собак стороной. Что делать, если все-таки собака нападает на вас? У большинства людей сразу возникает желание убежать. Но это бесполезно, так как собака бегает быстрее человека, а если вы находитесь на открытом пространстве, то добежать до укрытия не получится тем более. Бежать имеет смысл лишь в том случае, если вы гарантированно окажетесь в недосягаемости собаки, то есть можно залезть на ветвистое дерево, укрыться в подъезде и так далее. Если спрятаться не получается и собака уже совсем близко, то приготовьтесь защищаться и главное, не паникуйте. Кинологи утверждают, что собака, как правило, кусает за тот предмет, который находится ближе всего к ней. Поэтому, если у вас в руках находится сумка, одежда или зонт, то выставьте это в сторону собаки, и она непременно вцепится в этот предмет. При этом, нужно обязательно его тянуть на себя. Соответственно, собака будет тянуть предмет в свою сторону, в противном случае собака может отпустить предмет и переключиться на ногу, руку и так далее. Поэтому, если собака вцепилась за предмет, то не отпускайте его, сделайте шаг назад, чтобы он был как бы в натяжку. Осмотритесь, возможно, рядом есть предмет, который пригоден для защиты. Это могут быть камни, палки или арматура. Если под ногами песок, то можно смело в одну руку взять горсть песка и бросить собаке в глаза, чтобы выбить его из строя. У собаки самые уязвимые места – это кончик носа, глаза, переносица, затылочная часть, суставы лап и пах. Именно по этим местам рекомендуется бить кулаками или подручными средствами в случае нападения собаки. Ситуации бывают разные, и если случилось так, что вы поймали пса за ногу, не держитесь за нее, а ломайте ногу, чтобы вывести ее из строя, иначе собака вас не отпустит. Эксперты рекомендуют схватить собаку за задние лапы и поднять ее над землей, совершив так называемый бросок на землю, затем, используя вес собственного тела, прижать ее к земле коленями или локтями. Знайте, что собаки не умеют бороться, поэтому обездвижить животное – это хороший способ, пока кто-нибудь не придет вам на помощь. Если на вас нападает крупная собака, то первое, что нужно сделать, это защитить горло, прижав подбородок к груди и выставить вперед свою руку. Затем другой рукой схватить ее за загривок, оседлать ее и произвести удушающий захват. Этот способ требует определенной ловкости и силы, но только так вы сможете спасти свою жизнь в безвыходной ситуации. Можно использовать одежду и в момент приближения собаки накрыть ее морду, а пока она будет разбираться с вашей одеждой, убегайте в место недосягаемости собаки.
Если у вас в руках есть бутылка с водой, плесните ей в морду воды. Есть собаки, которые испытывают панический страх перед водой. Можно бросить мобильник, зонтик, сумку, рюкзак и все то, что вы успеете поднять с земли. Есть вероятность, что сосредоточившись на ближней цели, собака отстанет от вас. Как правило, взгляд собаки всегда направлен на место укуса, поэтому можно оценить траекторию, увернуться и резко пнуть ее ногой. Следует учитывать, что болевой порог у нее значительно выше, чем у человека, и она может продолжать нападать даже после множества легких ударов. Натасканные собаки и собаки отдельных пород приучены к боли, и на болевой контроль взять их очень трудно. Поэтому всегда следует выводить их из строя механически, как мы уже говорили, ломая лапу, шею и так далее. Бывает, нападение собаки на человека заканчивается сразу после того, когда он на нее угрожающе закричал или просто показал ей свои зубы. Как бы ни сложилась ситуация, вы должны знать, что у каждой собаки под челюстью на шее, с обеих сторон от трахеи, есть подобие углублений. Если схватить за них большим и указательным пальцем и сильно сдавить с обеих сторон, то собака отпустит. Это будет для нее очень болезненно. Лучше заранее найти эти болевые точки у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации эти точки сразу сложно нащупать. Давайте рассмотрим самые эффективные средства защиты от нападения собак. Перцовый баллончик. Баллончик газовый перцовый – это самое простое, эффективное и самое гуманное средство самообороны. Баллончик должен быть обязательно перцовым, так как баллончики типа черемуха и так далее против собак неэффективны, поэтому их не стоит использовать. Целиться газовым баллончиком собаке нужно прямо в нос, это самая ее чувствительная зона. Его можно использовать и на достаточном расстоянии от собаки. При попадании перечный газ вызывает раздражение слизистой глаз и пасти животного, а также сбивает его дыхание. Все это быстро остановит атаку на вас и дезориентирует в пространстве, тем самым даст вам запас времени, чтобы уйти от нападения. Чуть менее эффективным, но часто используемым средством защиты является ультразвуковой отпугиватель собак. В отличие от газового баллончика, ультразвуковой отпугиватель собак не наносит физического вреда животным и воздействует сразу на всю стаю. Ультразвук не слышен для человека, а на собак он действует угнетающе, и они стараются уйти с вашей дороги. В некоторых отпугивателях используется ультразвук и вспышки света. Массированное воздействие ультразвука и вспышек света ошеломляет животное и производит останавливающий эффект. При этом дальность действия варьируется от 5 до 20 метров. Таким образом, разогнать собак со своего пути можно издалека, не подвергаясь опасности быть укушенным. Следующим средством защиты от нападения собак может быть электрошокер. Электрошокер подходит не всем и не всегда. В отличие от ультразвукового отпугивателя, электрошокер не дашь ребенку в школу. Тем не менее, люди его тоже успешно используют в защите против собак. Собаки очень боятся шокеров, но что интересно, главной причиной этого страха становится не так треск иска, как запах озона, который выделяется при разряде. Этот страх заложен в собаках генетически. Озон – это трехатомный кислород, который выделяется во время грозы, и характерный запах этого газа инстинктивно воспринимается животными, как сигнал опасности. В сочетании с искрами и треском, запах озона у любого пса вызовет желание поскорее удрать и спрятаться. Если же агрессия животного окажется сильнее инстинкта, и собака продолжит нападать, к ней можно применить оружие контактно. На собак шокер воздействует весьма эффективно. При ударе электрическим током происходит мгновенная парализация мышц, и собака будет обездвижена, соответственно, дальнейшей атаки на вас не будет. Основные места для нанесения электроудара – это шея и грудь. Если применить шокер в область головы, то животное может погибнуть. Поскольку есть категория собак, у которых толстая шерсть, то рекомендуется покупать электрошокер с иглами контактов от 3 до 5 см. Из оставшихся средств защиты по эффективности можно выбрать кайенскую смесь. Кайенская смесь – это так называемый боевой порошок. Такое название этот порошок получил по входящему в его состав кайенскому перцу, так как он является самым острым перцем в мире. Кайенская смесь активно применяется для самозащиты не только от собак, но и от нехороших людей. В состав классической кайенской смеси входит красный или черный молотый перец, а также хорошо измельченный в порошок дешевый табак в соотношении 50 на 50. Для увеличения дальности поражения к смеси рекомендуется добавлять немножко перлита.
Изготовленную смесь носят с собой в небольших емкостях, что позволяет моментально использовать ее по назначению. При попадании в морду эта пыль прекрасно оседает на слизистой оболочке носа, пасти и глаз, а также вызывает у собаки ожог дыхательных путей с нарастающим эффектом. Это надолго выводит ее из строя вне зависимости от размеров и степени агрессивности. Остальные средства защиты от нападения собак менее эффективны. Например, нож абсолютно неэффективен, если вы не умеете им владеть. Собака – животное изворотливое и быстрое, а болевой порог у нее значительно выше, чем у человека, поэтому она продолжит нападать даже после множества легких ран. Ну что ж, дорогие друзья, теперь вы знаете, как защититься от нападения любой собаки. Берегите себя и своих близких, а также подписывайтесь на канал и ставьте лайки.